Глава 641. Жена городского лорда. Чутянь отправился прогуляться по чудесному священному городу Син, постоянно испытывая очарование и стиль священного города. В каждом районе города было несколько больших деловых улиц, а в центре главного города был еще более крупный деловой город с площадью, равной нормальному городу в реальном мире. Что это была за концепция? Рынок размером с город был заполнен магазинами. Там не было ни жилья, ни других объектов вообще, там были только десятки тысяч магазинов, и если бы люди ходили в каждый магазин, проводя в каждом час и обходя его без остановки в течение 20 часов, им потребовалось бы несколько лет, прежде чем они закончили бы один обход. Но на большом рынке священного города были все виды транспортных точек по всему району, что делало его очень удобным. До тех пор, пока у кого-то была карта делового района, они могли бродить по району или прямо идти в магазин. Деловые улицы священного города собрали все виды ресурсов реального мира. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить любую жажду покупок. У чудо-компании уже была большая платформа, подобная чудо-торговому центру, так почему же они создали такую гигантскую виртуальную торговую зону? На самом деле эти двое не будут сталкиваться друг с другом. В конце концов, торговый центр был только виртуальной платформой. В будущем с миллионами продуктов людям будет трудно найти продукты в этом море информации, и большинство из них будут искать определенные предметы. Ценность чудесного рынка священного города стала еще больше. Прямо сейчас чудо-священный город был центром чудо-континента, и поскольку все больше и больше людей используют чудо-шлем, чудо-священный город будет единственным официальным городом, никогда не подвергающимся нападению или ограблению. Он всегда будет местом рождения каждого на континенте чудес, и было очень удобно телепортироваться сюда, так что неудивительно, когда миллиарды людей начнут приходили сюда каждый день в будущем. Такого большого потока было бы достаточно для того, чтобы деловой район и деловые улицы стали райской торговлей. Чудесный священный город был разделен на Эльфийскую область, Гигантскую область, Гномовскую область, область нежити и все виды других областей, причем каждая из деловых улиц в этих областях имела специальные продукты соответствующих рас. Деловой район в центре священного города стал бы крупнейшим в виртуальном мире собираемым рынком. Это будет место, где все будут сходить с ума. Чудесный священный город будет иметь большое количество ресторанов, развлекательных зон и зон приключений. Эти различные формы услуг, естественно, будут иметь источник каменного заряда для них. Кроме того, чудо-священный город был заполнен виртуальной недвижимостью. Здесь были великолепные королевские дворцы, способные вместить десятки тысяч людей, а также великолепные дома на деревьях и подземные склепы. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить потребности императоров и королей, а также дать этим людям среднего и низкого уровня достойную виртуальную жизнь. В будущем на континенте чудес будет появляться все больше и больше людей. Будут ли они бояться, что не смогут заработать исходные камни? Целью континента чудес было не просто создание интересного духовного мира с высокой степенью свободы и справедливости, они также хотели разрушить все существующие в реальном мире отрасли промышленности. Отныне, будь то бизнес, жизнь, исследование или даже политика, все это будет перенесено в этот духовный мир. Поскольку относительное течение времени на континенте чудес было в 4-5 раз медленнее, чем в реальном мире, а некоторые специальные пробные башни и регионы достигали даже в 10 раз медленнее или даже выше этого, это означало, что люди могли использовать это только для увеличения своей продолжительности жизни. Вы также не могли умереть, состариться или заболеть здесь, поэтому в этом месте было гигантское превосходство, которого никогда не было в реальном мире. На континенте чудес было достаточно места, городов и земли. До тех пор, пока он был популярен, существовали преимущества, и до тех пор, пока были преимущества, люди будут преследовать их. Излишки противоречий, энергии и богатства мира могли бы быть перевариваемы континентом чудес. Кроме того, в священном городе, очень похожем на реальный мир, можно было создать лаборатории, чтобы ученые могли проводить всевозможные исследования в духовном мире. Это не только уменьшило их расходы, но и повысило их безопасность и эффективность. Можно было напрямую подключиться к духовной библиотеке и Академии чудес в священном городе, что позволяло людям собирать редкие и древние книги со всего мира, а также обучаться у выдающихся ученых. Даже в самом отсталом уголке континента можно было получить самые лучшие учебные материалы. Таких вещей было слишком много, их нельзя было описать по порядку. В этом и заключалось очарование чудесного континента. Таким образом, континент чудес обладал бесконечными возможностями и влиянием, которые нельзя было полностью оценить прямо сейчас. Чудесный континент тоже изменится. Торговля чудесами приносила все виды талантов, и многие из них были мудрецами по всему континенту. С командой, которая работала без остановки, исследуя его, чудо-континент станет все более и более совершенным.
В глазах такого человека, как Ин, чудо-священный город был похож на огромный парк развлечений. Там были еда, напитки, игрушки, покупки, соревнования по боевым искусствам, испытания и всевозможные новые и странные вещи, которые заставляли ее чувствовать себя очень довольной. Некоторое время они вдвоем играли в священном городе. Они уже провели здесь большую часть дня. В центре города было все больше и больше людей, и они уже достаточно прогуливались, поэтому они сняли свои шлемы и вернулись в реальный мир. Когда эти двое сняли свои шлемы, остальные вокруг них все еще были в шлемах. Они, вероятно, бросали вызов испытательной башне прямо сейчас. Чутянь привез Ин обратно в Чудо-город. Чудо-город был не так оживлен, как город Западного моря или Королевский дворец чудес, но весь город все еще был полон радости. Эльфы представили свои работы в честь свадьбы городского лорда, гномы вырезали статуи жены городского лорда, и даже огры решили, что сегодня будет праздник огров. Чудо-город уже стал жемчужиной леса хаоса. Жители города обладали сильным чувством гордости и уверенности. На этот раз Чудо-город провел внушающую благоговейный трепет свадьбу, которая стала самым важным днем в Чудо-городе. «Приветствую городского лорда! Приветствую жену городского лорда!» Когда Чутянь привел Ин обратно, стражники и горожане, увидевшие их двоих, оживленно приветствовали. Мэн Ин была немного смущена тем, что ее называют женой городского лорда. В конце концов, она не привыкла к этому, но она была очень довольна, услышав эти слова. Вернувшись в свою комнату, она медленно сняла бесценный и роскошный халат, который был на ней, и ее щеки слегка покраснели. Эти длинные и прямые ноги были идеальны, ее тело было словно вырезано из нефрита, без единого изъяна. Чутянь посмотрел на очаровательную внешность Мэн Ин и сказал: «Ты сегодня очень красивая. Ты действительно не умеешь говорить комплименты». Мэн Ин фыркнула и притворилась сердитой, чтобы скрыть свою нервозность. «Может быть, я не была хорошенькой вчера и не буду хорошенькой завтра. Может быть, я только сегодня хорошенькая». Чутянь сказал, смеясь: «Ты всегда хорошенькая, ты всегда хорошенькая». Он не ожидал, что Ин бросит ему кривой мяч. «Тогда почему ты ждал до сих пор, чтобы жениться на мне?» Как мог Чутянь не знать, о чем думает Ин? Он подошел и заключил ее в объятия, мягко сказав: «Это потому, что мы можем жить очень долго, у нас есть очень много времени, чтобы быть вместе в будущем, и мы никогда не расстанемся отныне. С этого дня, с этой ночи, можете ли вы быть довольны этим?» Жена городского лорда. Мэн Ин с трудом кивнула. «Я поверю тебе хоть раз». Сказав это, она встала на цыпочки и поцеловала Чутяня в щеку. Чутянь воспользовался этим, чтобы обнять Мэн Ин, и они обменялись поцелуем. Наконец они оба приземлились на кровать при свете свечи, и две молодые фигуры сошлись вместе. С этого момента и далее. Было ли это их тело или душа? Эти двое создали неразрывные отношения. С этого момента Мэн Ин официально стала женщиной Чутяня, женой истинного городского лорда. Все это произошло естественно, и не было внезапным ни для Чутяня, ни для Ин. На следующий день Мэн Ин медленно просыпалась. Красивые щеки Мэн Ин были покрыты румянцем, с очаровательным чувством этой застенчивой внешности. Прошлой ночью она превратилась из девочки в женщину. Сейчас ее тело было укрыто одеялом, длинные стройные ноги торчали наружу, а полная грудь вырисовывалась под одеялом. Мэн Ин почувствовала себя в теплых объятиях, а когда обернулась, то увидела, что красивое лицо Чутяня расширилось в ее глазах. Его глаза были закрыты, и было неизвестно, действительно ли он спит или притворяется спящим. Ин посмотрела ему в лицо, и ее сердце наполнилось нежностью и радостью. Она не удержалась и чмокнула его в лицо, как курица, клюющая рис. В это время она почувствовала какое-то движение рядом с собой. Когда она оглянулась, ее лицо мгновенно наполнилось смущением. А все потому, что в изголовье кровати сидела белоснежная лисица и с любопытством смотрела на женщину, лежащую в объятиях хозяина. «А когда же твоя лиса вошла?» Мэн Ин внезапно села и почувствовала, как одеяло упало с ее тела. Тотчас же появился этот прекрасный весенний пейзаж, он был прекрасен, как картина. Мэн Ин быстро схватила одеяло, чтобы прикрыться, а другой рукой замахнулась на Чутяня. «Эй, быстро просыпайся!» Чутянь открыл глаза, чтобы посмотреть на нее, прежде чем снова закрыть их. «Чего ты боишься?» «Это самка лисы». Мэн Ин сказала смущенным голосом. «Дело не в этом, сейчас уже не так рано». «Ну и что?» «Никому не будет дела, даже если мы проспим до завтрашнего утра, кто позволит мне быть боссом?» Мэн Ин встревоженно потянула его вверх. «Старшая сестра, Наньгун и Вивиан будут смеяться надо мной, это слишком неловко. Вставай, быстро вставай». У этой девушки была слишком тонкая кожа, они уже были супружеской парой, неужели они будут бояться чужих сплетен?
Но у Чутеня была большая куча вещей, о которых нужно было позаботиться, он мог только одеться вместе с Ин и отправиться в форт городского лорда. Чутянь был ошеломлен, увидев пустой конференц-зал. В пустом зале сидела только зрелая красавица в белых одеждах, все остальные места были пусты. «Юная мисс, а где остальные?» Растерянно спросил он. Мэн Цинву не так уж сильно отличалась от обычного человека. Она упорядочивала данные, посылаемые умным мозгом, и говорила, зевая: «Они все играют на континенте чудес, включая императоров. Даже великий старейшина драконов и король преисподней очень любят чудодейственный континент, а они погружаются в него, не выходя наружу. Их группа в настоящее время бросает вызов судебным башням, и я думаю, что у них не будет ума вернуться к работе в течение следующих нескольких дней». Неужели это так? Сердце Мэн Ин застучало, услышав это. Как они могли пропустить работу без причины? Я собираюсь найти их и хорошенько проучить. Ай-яй, Ин, после одной ночи ты действительно больше похожа на жену городского лорда. Мэн Цинву подмигнул с улыбкой. Как прошла прошлая ночь для вас, ребята? Старшая сестра, ты тоже дразнишь меня. Лицо Мэн Ин мгновенно покраснело, и она отчаянно убежала. Я собираюсь найти Наньгун и остальных. Мэн Цинву могла только сказать: не играй слишком долго. Один день в реальном мире — это 4-5 дней на континенте чудес. Эти ребята даже не выходили после всего этого времени. Казалось, что им действительно нравится чудо-континент. Именно на этой основе этот продукт от чудо-компании достиг беспрецедентного уровня успеха. Глава 642. Раздутые амбиции. Чутянь подошел к Мэн Цинву и сел рядом. Какой у нас урожай на этот раз? Это большой успех. Мэн Цинву дала ему простую оценку. Наш прямой доход составляет несколько миллиардов исходных камней. Мы также сильно повредили Большой Сухой Империи, захватив Большого Сухого Императора живым, и мы плавно приветствовали открытие чудесного континента. После этого дело чудо-торговля прочно утвердит наше место на континенте. Хотя Чутянь и предполагал, что эта свадьба принесет довольно большой урожай для компании, он никогда не думал, что это будет так шокирующе. Помимо увеличения прямого влияния и других урожаев, эта свадьба заложила прочную основу для распространения чудесной торговли по всему континенту. Это было потому, что сотни сил, которые никогда не имели никакого контакта с чудо-коммерцией, участвовали в этой свадьбе, чтобы связать себя с чудо-коммерцией. Большинство из этих сил уже сформировали предварительные планы сотрудничества с чудо-компанией. Транспортные башни чудо-города, торговые центры и коммуникационные сети вскоре распространятся на различные регионы континента. После этой свадьбы чудо-коммерция выскочит из западного континента, и их влияние и продукты будут перемещаться по всему континенту, хотя с точки зрения силы и военной мощи чудо-город был далек от того, чтобы сравниться с империей, и было много частей, где они не могли сравниться, чудо-коммерция все еще формировала первую деловую империю в истории на континенте. Это было то, что ни одна имперская держава никогда не осмеливалась себе представить раньше. Чутянь спросил: каков наш следующий шаг? Чудо-компания будет развиваться до пика делового мира империи, не будет другой компании, которая сможет конкурировать с нами. Нам нужно ковать железо, пока оно горячее. Мэн Цинву не была удовлетворена этими гигантскими достижениями, потому что ее работа заключалась в том, чтобы получить еще больше от этих возможностей. Прямо сейчас мы находимся в фазе медового месяца с нашими отношениями с имперскими державами, не говоря уже о том, что открытие чудесного континента привлекло всеобщее внимание. Мы можем использовать этот шанс, чтобы официально сформировать федерацию. План Федерации Мэн Цинву разрабатывался уже давно. Влияние чудо-города на континенте уже не уступало ни одной силе, даже превосходило многие силы уровня империи. Чудо-город имел славу сверхдержавы, но им просто не хватало силы сверхдержавы. Чудо-город был только городом в конце концов. В этом мире, где сила уважалась, не имея достаточной силы и полагаясь только на стратегию, не было никакого способа поддерживать долгосрочную стабильность. Поэтому чудо-город хотел форсировать их могущество еще на один шаг вперед, прямо позволив им стать сверхдержавой уровня империи. Чутянь также чувствовал, что это хорошая возможность. Свадьба была очень знаменита. Мэн Цинву уже обсуждал это предложение с королем эльфов, повелителем драконов и другими, и было маловероятно, что они отвергнут его. В конце концов, богатое будущее чудо-компании только начиналось, поэтому они хотели углубить свое сотрудничество с чудо-городом. В конце концов, они смогут получить выгоду, и никто не захочет от нее отказываться, даже если это будут эльфы. Влияние с чудо-городом во главе было не только Лесным альянсом и Альянсом Королевства, но также Альянсом Морской расы и Подземным альянсом. Эти силы сами по себе не считались сильными на континенте, и они все еще были довольно рассеяны. Если бы их можно было собрать вместе, и они последовали бы за одним высшим лидером, то родилась бы новая власть уровня империи. Мэн Цинву покачала головой и сказала: «Если дело только в этом, я не удовлетворена.
Чутянь удивленно посмотрел на нее. Может быть, и юная мисс хочет еще больше? Кроме нашей штаб-квартиры в лесу хаоса, северных королевств, всего Западного моря и подземного мира, меня очень интересует очень важная область. Мэн Цинву тихонько постучала пальцем, и перед ними появилась большая карта континента. Влияние чудо-города на карте континента было отмечено небольшой частью на западной стороне. Мэн Цинву мягко постучал по другой области. «Я хочу объединить Большую Сухую Империю с нашими территориями». Чутянь внезапно сделал холодный вдох. Мэн Цинву была амбициозным предводителем, Чутянь на самом деле недооценил ее. Большая Сухая Империя была сверхдержавой с почти десятилетней историей. Несмотря на то, что они потерпели сокрушительное поражение от Чудо-города, если они хотели сражаться с Чудо-городом до конца, было слишком рано говорить, кто победит. Большая Сухая Империя имела десятки тысяч солдат, погибших от рук Чудо-города. Глубоко укоренившуюся обиду, образованную морем крови, было нелегко растворить. Как мог величайший враг Чудо-города мгновенно стать их союзником и подчиненным? Никогда еще на континенте не существовало силы уровня империи, которая была бы готова стать присоединенной силой другой державы. Мэн Цинву даже осмелилась упомянуть об этом, но если Большая Сухая Империя действительно будет поглощена Чудо-городом, результаты, которые она произведет, будут невообразимы. Это было потому, что сам город уже выполнил требования, чтобы стать державой уровня империи, и Большая Сухая Империя, которая боролась против Чудо-города раньше, была одной из 3 ведущих держав на западном континенте. Большая Сухая Империя не просто имела несколько присоединенных стран на западном континенте, она уже давно протянула руку в Западное море. Когда мощная морская раса разрушила свою темно-синюю империю, было очень вероятно, что Большая Сухая Империя сыграла там какую-то роль. Теперь Большая Сухая Империя контролировала примерно 1/4 часть Западного моря, и людям было трудно устоять перед ее преимуществами. Если бы Мэн Цинву смогла это сделать, и Большая Сухая Империя действительно была поглощена Чудо-городом, это было бы не так просто, как слияние 2 имперских держав. Лес хаоса и Большая Сухая Империя находились относительно близко друг к другу, и вокруг этих 2 сил было довольно много меньших сил, причем многие из них сидели на заборе между ними. Если бы 2 сверхдержавы объединились вместе, прямым результатом этого стало бы то, что весь регион был бы связан, и многие из тех, кто сидит на заборе, не имели бы иного выбора, кроме как полагаться на нового гигантского повелителя. Кроме того, все Западное море также сольется с этой новой силой. Большая Сухая Империя, Лес Хаоса и Западное море, любое из этих мест обладало достаточной квалификацией, чтобы стать империей или державой уровня империи. Таким образом, на западном континенте родится новый гигант, который захватит его и будет господствовать над ним. Никогда еще не существовало силы, способной властвовать так, как сейчас. Чудо-город станет достойным повелителем континента. Чутянь, конечно, понимал, как это выгодно. Мэн Цинву спросила, использует ли он жесткую или мягкую тактику, насколько вы уверены в том, что заботитесь о Большом Сухом Императоре. Чутянь подумал об этом. Хотя Большой Сухой Император ненавидит нас до мозга костей, он все еще человек в конце концов. Если мы не заботимся о методах, я думаю, не так уж трудно изменить мнение человека обо мне. Главная проблема сейчас не в Большом Сухом Императоре, а во всей Большой Сухой Империи. Методы Чутяня применялись только к одному человеку. Хотя это было относительно трудно для уровня Большого Сухого Императора, он все еще мог сделать это. Но теперь проблема заключалась в том, что Большой Сухой Император действительно был императором Большой Сухой Империи, но у Большой Сухой Империи были миллиарды граждан, которые жили в Большой Сухой Империи в течение многих поколений. Они уже обладали гордостью и достоинством людей империи, так легко ли им было подчиниться Чудо-городу, самой трудной группой, о которой нужно было позаботиться, была знать, потому что, как только произойдет крупная реформа, независимо от того, насколько хорошо она будет проведена, это повредит благам больших дворянских семей, поэтому она вызовет сопротивление. Большая Сухая Империя, как старая держава, благородные силы внутри нее были очень сложными. Так как же с ними иметь дело? Мэн Цинву уверенно сказала медленным голосом, давайте разделим нашу работу. Ты позаботишься о Большом Сухом Императоре, а я о Большой Сухой Империи. Мы назначим крайний срок на 2 месяца вперед, и от этого срока будет зависеть, сможем мы это сделать или нет. Чудо-коммерция была очень эффективна в своей работе, иначе они не достигли бы своего нынешнего масштаба менее чем за 4 года, но Мэн Цинву хочет позаботиться о 10-летней империи всего за 2 месяца. Такая задача была необычной и пугающей. По сравнению с этим, Чутянь должен был только заботиться о Большом Сухом Императоре, который был намного более слаб в своей воле. Юная мисс так уверена в себе, как же я могу не поддержать ее? Брак Чутяня с Мэн Ин уже был известен всему миру, а также распространил чудо-континент во все уголки континента. Поскольку количество чудо-шлемов было ограничено, не так уж много людей могли попасть на континент чудес, поэтому им нужно было как можно скорее произвести больше шлемов. 6 держав, уполномоченных на производство шлемов, уже поставили своей главной целью линию по производству шлемов.
Они вложили еще больше рабочей силы и ресурсов, чтобы увеличить свои производственные линии более чем в 10 раз. Могущественная знать каждой страны, включая императоров, ныряли на континент чудес большую часть дня, усердно работая над расширением своей территории и изучая испытания, поэтому они не знали о некоторых вещах, происходящих на континенте. Особенно такая важная новость, как Мэн Цин Ву, принесшая большую группу людей, бегающих по большой сухой империи. С этим они ничего не могли поделать. Кто позволил континенту чудес иметь столько очарования и вызова, каждый, кто испытал это, не мог остановиться вообще. Континент чудес не только обладал властью над аристократами, он даже имел большое притяжение нормальных семей низшего уровня, потому что у каждого человека было одно и то же начало. Нормальные люди также могли испытать приключения и случайные встречи, они также могли превзойти знаменитых королей континента. Это не только даст им большое чувство выполненного долга, но и даст им богатую выгоду. Глава 643. Духовные оковы. Большой сухой император был заперт в специально сделанной для него волшебной городской темнице. 6 императоров с помощью эльфийского короля Ланселота захватили его живым. Но за 2 дня, пока Большой сухой император был заперт, не говоря уже о Чутяне, ни один высокопоставленный член чудо-города не появился. Они просто бросили его в камеру, как будто он был не императором, а просто маленьким преступником. Культивация Большого сухого императора была подавлена большим количеством людей. На всех его 4 конечностях, шее и талии были рунные кандалы. 2 шипа пронзили его плечо, полностью перекрыв меридианы духовной энергии. Невдалеке сидели перед камерой 7-8 экспертов небесного домена, которые даже не моргали. За ним следили 24 часа в сутки, так что у него не было ни малейшего шанса сбежать. Большой сухой император выглядел очень трагично в этот момент, с его длинными волосами, падающими на него и одетый в простую одежду. Его тело было покрыто кровью и тяжелыми ранами. Хотя у него было потрясающее развитие, он не мог использовать его вообще, и даже стоять было слишком много для него сейчас. Что же это за великий позор для императора? Похоже, Чутянь наконец вспомнил о запертом Большом сухом императоре и решил отправиться в тюрьму, чтобы найти его. После того, как он прошел через строгий слой охранников, размещенных там, Чутянь, наконец, достиг подземелья, где был заперт Большой сухой император. Он видел, как Большой сухой император жестко подавлял свое развитие гигантским источником энергии. У Большого сухого императора не было престижа императора, который мог бы расколоть небо, у него даже не было сил двигаться. Большой сухой император почувствовал, что кто-то вошел, и поднял глаза на юношу, стоявшего перед ним. Он увидел, что другая сторона была очень молода, и что он был одет в простой халат. В левой руке он держал шлем, а на правом плече сидела лиса. Хотя он никогда раньше не встречался с другой стороной, Большой сухой император сразу понял, кто он такой. Если бы взгляды могли убивать людей, Чутянь уже умер бы несколько раз. «Ваше Величество», — сказал Чутянь, пожав плечами, — «пожалуйста, не смотрите на меня таким взглядом». На самом деле, никто не хотел, чтобы все развивалось до нынешнего состояния. Разве вы сами не думали об этом? Вы должны знать с самого начала, что Чудо-город не взял на себя инициативу вторгнуться ни на дюйм в Большую сухую империю, скорее, это была Большая сухая империя, которая атаковала нас 3 раза. Так что, строго говоря, в том, что события развились до нынешнего состояния, виновато только Ваше Величество. Эти слова были действительно правильными. Но как мог признаться Большой сухой император в своих ошибках, Большой сухой император начал издавать холодный смех, и окружающие его цепи задрожали. Жаль, что у него даже не было сил сопротивляться, поэтому он смог только издать низкий и хриплый голос. «Ты пришел сюда, чтобы опозорить меня». Чутянь слабо улыбнулся. «Нет. Я специально сделал кое-что, чтобы помочь сэру Большому сухому императору успокоиться». Большой сухой император сжал кулаки. «Что ты хочешь сделать?» «Я слышал, что сэр Большой сухой император полон гнева». Чутянь отдал шлем кому-то рядом с собой. Это специальный шлем, который я сделал для сэра Большого сухого императора. Давай наденем его на Большого сухого императора и дадим ему успокоиться. Камеру охраняли несколько бессмертных мудрецов. Эти немертвые мудрецы были посланы в Чудо-город королем нежити, чтобы помочь Чутяню. Бессмертные мудрецы не только обладали глубокими знаниями, но и имели силу в Царстве Небесном. Таким образом, они не только увеличили общее знание Чудо-города, но и увеличили его силу. Духовный мудрец использовал невидимую энергию, чтобы взять шлем и медленно отправить его в камеру, прежде чем медленно поместить его на большую сухую голову императора. Большой сухой император не знал, что делает Чутянь, но даже дурак знал, что Чутянь не даст ему ничего хорошего.
Большой сухой император — это император в конце концов, и если мы позволим вам слишком много страдать, посторонние подумают, что чудо-город не имеет гостеприимства. Чутянь сказал со слабой улыбкой, большой сухой император взволнован, поэтому ему нужно тихое место, чтобы успокоиться. Этот духовный шлем был специально сделан для вас, он позволит вашему величеству войти в духовный мир, где поток времени составляет 1/300 потока времени в реальном мире. Это также означает, что один день в реальном мире — это 300 дней в духовном мире. Разум нормальных людей не может выдержать такого большого изменения во времени, но разум большого сухого императора может выдержать это некоторое время. Я надеюсь, что за это время вы успеете успокоиться. Чутянь сказал это и ушел. Ты ублюдок, я разрублю твой труп на 10 000 кусков. Большой сухой император взревел в своей камере, но Чутянь даже не оглянулся. Только маленькая лисичка на его плече повернула голову и скорчила ему рожу. Этот император недолго боролся, прежде чем немертвые мудрецы активировали шлем вместе. Сила большого сухого императора была полностью запечатана, так что он вообще не мог использовать свою духовную энергию, и, естественно, это также включало его божественное чувство, поэтому он вообще не мог сопротивляться этому шлему. Окружение большого сухого императора изменилось. Цепи на его теле и источник энергии под ним полностью исчезли. Большой сухой император огляделся и обнаружил, что находится в самой обычной комнате. Комната была пуста, только один стол и один стул. Большой сухой император в ярости разбил стул о стену, но через несколько секунд осколки собрались вместе и вернулись к своей первоначальной форме. Большой сухой император обнаружил, что в этом духовном пространстве, что бы он ни делал, что бы ни ломал, он не может изменить ни малейшей его части. Даже солнечный свет, проникающий сквозь бумажное окно, совсем не изменился, это место было похоже на картину, которая не изменилась за миллионы лет. Это духовное пространство имело временный поток в 1/300 внешнего мира. Это означало, что один день в чудо-городе будет означать 300 дней в этом месте. Если бы это было 10 дней, это было бы 3000 дней. А как насчет месяца или 2? А как насчет года? А как насчет 10 или 20 лет? Большой сухой император почувствовал, как в его сердце внезапно возник неподвластный контролю страх. Чутянь, казалось, не хотел, чтобы он страдал, но такое обращение превосходило любое наказание, которое мог себе представить большой сухой император. Большой сухой император был тем, кто мог вызывать бури, он контролировал большую сухую империю, чтобы убивать во всех направлениях. Куда бы он ни пошел, кто он не осмеливался что-то сделать, когда он не вел себя высокомерно. Теперь он был заперт в маленькой комнате, которая никогда не изменится, он даже мог быть заперт в этой камере до 100 или 1000 лет. Ни с кем было поговорить, нечего было делать и нечем было сопротивляться. Это превратило большого сухого императора из того, кто контролировал жизнь миллионов людей, в червя, который был пойман в ловушку никогда не меняющейся картины. Такого рода изменения было трудно представить нормальным людям. Чутянь, выпустите меня отсюда. Отпусти меня. Большой сухой император дико ревел в духовном пространстве, но такого рода действия не имели никакого смысла. Чутянь хотел такого эффекта, он знал, что большой сухой император определенно был полон гнева по отношению к нему. Такая ситуация означала, что не было никакой надежды на обсуждение, поэтому он ничего не обсуждал и первым накинул на него шлем. Он позволил бы ему счастливо проклинать в течение 10-20 лет в духовном пространстве, прежде чем он даже заговорит с ним. В такой обстановке даже самый злой или жестокий человек остынет через 10-20 лет. В конце концов, он ничего не мог сделать за эти 10-20 лет, он не мог уйти, он не мог культивировать, он не мог общаться, он мог только сидеть в этом сломанном месте со своими мыслями. Такая мысль заставляла людей чувствовать страх, просто думая об этом, Чутянь не чувствовал, что это было за гранью человечности. Это был хороший способ иметь дело с необычными людьми. Мэн Цинву привезла делегатов в Большую Сухую Империю, чтобы обсудить это с их знатью, и неизвестно, сколько времени это займет. Это было хорошо, что большие и маленькие дела чудо-города имели суперумные мозги, заботящиеся о них. Эти умные мозги не допускали ошибок в своих решениях, но у них был недостаток не рисковать, что не было проблемой. Чудо-город сейчас находился в стабильном положении, не было необходимости рисковать. Угрозы для чудо-города уже не было, их главной задачей было расширение инвестиций в технологии города. Они должны были координировать свои действия с местными проектами, особенно в строительстве транспортных вышек и сетей связи в новых странах, а также в производстве чудо-шлемов. Короче говоря, чудо-город открывал сразу несколько линий, и было трудно собрать рабочую силу, чтобы все организовать, поэтому было наиболее подходящим передать все умным мозгам, чтобы они позаботились обо всем. Чутянь прямо отдал приказ умному мозгу: «Зеро, мне нужно сделать заказ на материалы». Зеро немедленно ответил: «Для меня большая честь помочь вам. Какие материалы нужны городскому лорду?» Чутянь прямо дал ему список материалов,
в котором было перечислено более 20 различных бессмертных трав. Первоначальные инвестиции для этого потребовали бы по меньшей мере около миллиарда исходных камней. Какой концепцией был миллиард исходных камней? Это была сумма, которую нормальному королевству было бы трудно собрать, даже если бы они опустошили свою государственную казну, Зеро сказал без колебаний. Запросы были отправлены по каналам. Городской лорд, пожалуйста, дождитесь хороших новостей. Чутянь был очень доволен этим. Разве он не создал чудо-коммерцию в самом начале только для этого? Любой из этих материалов был разбросан по всему континенту. Если бы не было космического склада чудо-коммерции и их мощной системы связи, даже императору потребовалось бы несколько лет, чтобы собрать эти ресурсы. Более того, это будет стоить совсем немного для всего этого процесса. Чутянь просто дал список материалов умному мозгу. Теперь он мог подождать, пока материалы будут собраны один за другим. После того, как Чутянь позаботился об этих двух вещах. Маленькая лисичка взволнованно бежала перед Чутянем, держа что-то в своих маленьких когтях, танцуя от радости. Это чудо-шлем. Чутянь заметил предмет в руках лисенка. На самом деле это был миниатюрный шлем, который был меньше кулака. Когда Чутянь несколько дней не появлялся в чудо-городе, лисенок бежал в лабораторию и приказывал людям чудо-коммерции изготовить для него шлем, подходящий по размеру. «Ты тоже хочешь играть на континенте чудес?» Маленькая лисица кивнула, прежде чем надеть шлем на голову, указывая когтями на Чутяня. Чутяню было очень любопытно, каким будет маленький лисенок на континенте чудес, поэтому он надел свой собственный шлем. После того, как он вошел на континент, он нашел лису в условленном месте. «Черт возьми, это ты лис?» Чутянь был ошеломлен человеком, стоявшим перед ним. Это была маленькая девочка, вырезанная из нефрита, на вид лет 7-8. У нее были 2 косички, и она выглядела очень мило. Внешне она ничем не отличалась от обычного человеческого ребенка, но за спиной у нее было 5 длинных лисьих хвостов. Это тайная раса, специально созданная для меня богом порядка демоническая раса. В это время заговорила маленькая девочка. Ее голос был очень преувеличенным, но все еще очень детским. Я еще недостаточно сильна. Если я могу вырастить 9 хвостов, я также могу принять эту форму в реальном мире. Чутянь мгновенно потерял дар речи. Этот маленький лисенок мог говорить на континенте чудес, и он мог создать тайную демоническую расу, это действительно было трудно себе представить. Глава 644. Захват территории. Когда Чутянь вышел в сеть, другие люди узнали об этом, потому что чудо-шлемы имели встроенную функцию друга. До тех пор, пока люди записывали номер связи друг с другом, когда человек с этим номером связи входил на континент чудес, люди на континенте чудес уже получали уведомления. Мэн Ин быстро позвала Чутяня, чтобы встретиться с ними. «Ты и есть та маленькая лисичка. Слишком мило. Быстро позволь старшей сестре ущипнуть тебя за лицо». Когда все узнали, что маленькая девочка демонической расы была маленькой лисой, они все были ошеломлены. Из-за этого все стали очень близки с ней. В конце концов, нельзя сказать, что они не знали личности маленького лисенка. Просто основываясь на ее невинной и чистой симпатичной внешности, она убьет всех мужчин и женщин, заставляя их чувствовать привязанность к ней. Лисенок была очень горда, совсем не стеснялась. Сейчас она тоже была очень счастлива. В конце концов, при ее обычном методе культивирования, если бы она захотела вырастить девятихвостую демоническую лису, это заняло бы очень много времени. Но теперь, благодаря чудо-шлему, она могла напрямую получить способность менять форму, так что, естественно, это было очень хорошо. «И куда же ты теперь собираешься идти?» Юная мисс, почему вы тоже здесь?» Чутянь был удивлен, обнаружив, что кроме Ин, Наньгун, Вивьен, Фэн Цайди, Цзиньло, Юнья и Юнься, было также несколько императоров с большой группой людей и половиной высокопоставленных членов Лесного Союза, а также многие дворяне из Союза Королевства. Среди них была очень знакомая фигура. Юная мисс Мэн Цинву. Разве юная мисс тайком не сбежала в Большую Сухую Империю? Чутянь подумал об этом и все понял. В Большой Сухой Империи не было транспортной башни, так что, если юная мисс хотела попасть туда, она могла только ездить на транспортном средстве по небу. Прежде чем она доберется до места назначения, пройдет по меньшей мере 2-3 дня. Юной мисс нечем было заняться, так почему бы ей не поиграть со всеми в шлем? Она могла появляться перед этими людьми весь день, так что никто не мог догадаться, что юная мисс в настоящее время направляется в Большую Сухую Империю. Это можно было считать достижением цели обмана других, юная мисс действительно была хитро. «Босс, вы с лисенком пришли как раз вовремя». Орк Наньгун Юнь хлопнула ладонью по столу и сказал: «Все нашли деревню людей с собачьей головой за пределами города, и наши предыдущие несколько попыток напасть на нее потерпели неудачу.
Сегодня вечером мы собрали несколько тысяч человек, и все полны решимости уничтожить эту деревню. Иди и помоги». Чутяню больше нечего было делать, поэтому он кивнул. «Тогда я поиграю со всеми вами». Континент чудес был богат на развлечения, и было много различных видов сложных способов играть. Главное, что в нем была конкуренция между людьми либо в виде испытаний, либо приключений в дикой природе. Для диких приключений, помимо убийства добычи и монстров, самой важной частью было нападение и захват городов. Любой город, кроме священного города континента чудес, может быть атакован. Тот, кто мог бы захватить город в бою, имел бы право контролировать этот город, который имел чрезвычайно высокую ценность. В конце концов, в каждом городе были важные места, такие как транспортные башни или склады. Даже одна транспортная башня была достаточно привлекательным преимуществом. Например, деревня людей с собачьей головой, которую они нашли. На самом деле это была всего лишь маленькая деревушка, но до священного города оставалось еще полдня пути. Если они не захватят сначала деревню людей с собачьей головой, то им потребуется полдня пути, если они захотят идти дальше. Однако, если им удастся захватить деревню, они смогут телепортироваться из священного города в деревню людей с собачьей головы и исследовать оттуда другие места. Разве это не сэкономит им много времени? Тот, кто первым возьмет город, сразу же пожнет большую выгоду, но они также могут пожинать очень заманчивую добычу от нападения на эти места. Поэтому для людей с амбициями они не упустили бы такой хороший шанс. В нем приняли участие целых 3000 человек. Среди 3000 людей были люди из чудесной коммерции, люди из Лесного альянса, люди из империй и дворяне из разных королевств. Когда эти люди увидели, что чудо коммерции и Чутянь также пришли играть, они все были очень удивлены. Ваше чудо коммерции уже есть священный город, вы все еще чувствуете, что этого недостаточно, и хотите захватить это место, но это в то же время показывало, насколько справедливым был континент чудес. Даже если чудо коммерция захочет заполучить этот маленький городок, им все равно придется сражаться, чтобы захватить его. Было ясно, что ни у кого не было никакой формы превосходства, и не было никакой предвзятости вообще. Деревня людей с собачьей головой уже была перед ними. Согласно их отчетам, в деревне было более 10 тысяч мужчин с собачьими головами, с культивациями от 3-го слоя очищения тела до 6-го слоя очищения тела. Для игроков нынешнего этапа это было немного сложно. Это было потому, что даже если удача была хороша, они все еще находились примерно на 3-м слое очищения тела. Но это не имело значения. Сфера совершенствования тела была самой основной сферой, так что разница в силе была не так уж велика. Эти люди в реальном мире обычно находились в истинном духовном царстве или выше, причем многие из них были высшими экспертами Небесного Царства. Даже если бы они опустились в область совершенствования тела, использовать их навыки, чтобы отменить 3 или 4 уровня развития, было не так уж трудно. Не говоря уже о том, что большинство этих людей были грязно богаты, они использовали исходные камни, чтобы купить механическое арбалетное оружие. Они не обращали внимания на это оружие в реальном мире, но в таком месте, как это оружие имело большую ценность перед людьми, у которых были только культивации в области совершенствования тела. Приготовиться к атаке. Хотя в этой битве участвовало 3-4 тысячи человек, их можно было разделить примерно на 10 различных сил. Все опасались друг друга, в конце концов, они все соперничали, некоторые люди не могли удержаться, чтобы не начать действовать, пока не пришло еще больше людей. Пылающий небесный император выбрал расу рок-людей. Он поднял свою каменную руку и указал: «Быстро, быстро, вперед!» Он как будто боялся, что другие украдут его, если он опоздает хоть на шаг. Несколько сотен воинов немедленно ворвались внутрь. Хотя континент чудес старался быть как можно более справедливым, невозможно было быть справедливым на все 100%. Камни-источники реального мира можно было использовать для создания персонажей, оживления вашего персонажа и управления вашим бизнесом, но нельзя было напрямую покупать травы и секретные методы в магазинах. Даже при торговле между людьми взимался налог. Но это не остановило императоров. Кто из них в реальном мире не контролировал целую область, контролируя несколько миллиардов человек? Возможно ли, чтобы они начинали с той же линии, что и обычные люди? Они могли бы напрямую дать своим самым элитным последователям шлем, и разве эти люди не смогут помочь им сражаться? Хотя они не могли купить травы, они могли купить вспомогательные предметы, такие как арбалеты. Поскольку они имели высокую ценность на текущей стадии, цена арбалетов также была очень высока, но разве персонажи уровня императора заботились об этом кусочке исходного камня? Они могли напрямую покупать большое количество арбалетов для охоты на монстров. Хотя существовали налоговые ограничения на торговлю, это не слишком сильно влияло на императоров. Они получали много пилюль и секретных техник от своих подчиненных, а также имели поддержку многих ресурсов, так как же рост императора мог быть медленнее, чем у других армия, которую привел император Пылающих Небес, была его элитой.
Они не ожидали, что придут на чудо-континент на несколько дней и будут названы бесполезными. Теперь они убивали во всех направлениях, пытаясь восстановить свой имидж. Собачья голова мужчины деревни выглядели очень грубо. Так же, как и его название, эта деревня была построена на горе, что в определенной степени увеличило трудности в нападении на нее. Императору Пылающих Небес не терпелось собрать большой урожай, поэтому он повел своих самых доверенных подчиненных в атаку. Затем он понял, что остальные наблюдают далеко позади него, и вокруг не было ни одного человека, что заставило его сердце трепетать. Это плохо. Не может же быть, чтобы они все не пришли, верно, было уже слишком поздно для беспокойства Пылающего Небесного Императора. Из открытой части забора доносились звуки собачьего воя, когда несколько сильных мужчин с собачьими головами, вооруженных всевозможным оружием, бросились убивать захватчиков с лицами, полными ярости. Стрелы вылетели со свистом. Пылающий Небесный Император не мог отступить: «Убей, убей ради меня». Его несколько сотен человек столкнулись с воинами из племени Собачьей Головы. Воины-люди с собачьей головой были проворными, свирепыми, и их было больше. Пока обе стороны стреляли друг в друга, люди Пылающего Небесного Императора падали один за другим. Пылающий Небесный Император взревел от ярости, как будто он лично хотел сделать ход, но несколько стрел угодили прямо в его тело, заставив его упасть на землю, как ежа. Черт возьми! Все вы, ребята! Ты действительно позволил этому императору отправить меня на смерть? Горящий Небесный Император гневно взревел позади него. Он беспомощно превратился в свет и исчез. Когда умирал Пылающий Небесный Император, он мог решить возродиться через 7 дней или заплатить камням источника, чтобы возродиться немедленно. Кто велел этому парню стремиться к успеху и бросаться в бой? Императрица Ветряной Луны была полна злорадства, видя, как о Пылающем Небесном Императоре заботятся. Ты сам ищешь смерти и обвиняешь нас, ты действительно идиот. Но с этим зондом от Пылающего Небесного Императора все обнаружили, что люди с собачьей головой оказались сильнее, чем они предполагали, и начали корректировать свою стратегию. Столкнувшись с подобной ситуацией, не было времени атаковать по отдельности. С людьми, которые пришли, чтобы напасть, если они хотят захватить эту деревню, все должны работать вместе. Пусть выйдут люди с защитными методами культивирования. Навыки стрельбы из лука у этих людей с собачьей головой очень сильны. Мы должны выстроить оборонительную линию, чтобы противостоять этим стрелам, иначе будет очень трудно атаковать их. Великие державы собрали вместе людей, владеющих защитными методами культивирования, и заставили этих людей сопротивляться людям с собачьей головой спереди, в то время как другие атаковали деревню сзади. Команда священного города и люди с собачьими головами снова начали сражаться, когда их группа прорвалась к воротам. Наконец, с громким гулким звуком, ворота в деревню были разрушены. Все бросились в центр деревни от ворот. Хотя у людей с собачьей головой не было недостатка в количестве и силе, в конце концов, у них не было никаких знаний, они сражались без какой-либо стратегии. Что же касается воинов священного города, то все они были знаменитыми знатоками реальной жизни, так что, хотя теперь они стали слабыми, ум знатоков все еще оставался. Поэтому они быстро использовали свое превосходство, чтобы оттеснить людей с собачьей головой назад. Через 2 часа осталось меньше 1000 человек с собачьими головами. Когда все думали, что победили, случилось то, чего они никак не ожидали. Из большой палатки в центре деревни людей с собачьими головами выскочил очень сильный и высокий, покрытый черной шерстью человек с собачьими головами, создав вихрь своими 2 клинками. Большая группа людей мгновенно превратилась в свет. Это было просто как бульдозер. Погибли несколько десятков человек. Императрица Ветряной Луны взревела в ярости: что это? Эй, чудо-коммерция, этот парень явно находится в области утончения тела, так почему же его сила находится в области пробужденной души? Как вы это придумали? Вот именно. Это же абсурд. Император диких зверей Империи диких зверей был очень недоволен, ваши планы неразумны, и вы явно знали, что это произойдет, но вы вообще не предупредили нас. Все неправильно поняли. Этот лидер людей с собачьей головой чудовищный лидер в этой области. Мы уже подсчитали, что монстр-лидер будет в несколько раз сильнее обычных монстров, так что их боевая мощь вполне нормальна. Мэн Цинву уклонялась в сторону, объясняя, что касается этой конструкции, то это не мы. На континенте чудес насчитывается более 600 крупных городов и десятки тысяч маленьких деревень, подобных этой, а также всевозможные дикие ландшафты, тысячи пробных полей и тысячи охотничьих угодий. Если бы наша компания проектировала каждый из них, мы не смогли бы создать чудо-континент даже за 100 лет. Чутянь добавил, чудо-континент был создан несколькими суперумными мозгами, работающими вместе, мы только дали им основные основы и планы главных городов.
Что касается подробностей на континенте, то даже люди, которые участвовали в его создании, не знают так много. Значит, все было так. Что толку говорить об этом сейчас? Нангун Юнь подняла свою булаву и бросилась на предводителя людей с собачьей головой. Сначала убей его, прежде чем говорить. Глава 645. Лорд. Человек с собачьей головой одним ударом отправил булаву Нангун в полет. Нангун Юнь еще раз ударилась и исчезла. Нангун. Вивиан сейчас была цветочной феей, ее маленькое тельце было очень подвижным. Она тут же обернулась к человеку с собачьей головой, пытаясь отвлечь его внимание. Ей в голову не приходило, что от одного единственного рыка человека с собачьей головой разум Вивиан мгновенно затрепещет, словно она встретила духовную атаку. Она упала, чувствуя головокружение. Одним ударом Вивиан тоже отправили обратно, чтобы она пришла в себя. На лице Мэн Ин отразилась паника, даже о Вивиан позаботились. Вперед, вперед, вперед! Все заряжайте вместе. Эти люди, которые могли вызывать бури в реальном мире, все бросились вперед. В конце концов, предводитель людей с собачьей головой был в порядке, даже будучи пораженным несколькими дюжинами стрел, поскольку он продолжал дико рубить своими лезвиями. Погибло больше сотни человек, и даже императрица Ветряной Луны умерла с удивленным криком. Юнис, Ланселот и другие эксперты по реальному миру не смогли бы выдержать ни одного удара перед этим лидером людей с собачьей головой. Все они были отправлены на небеса одним ударом. Не отступай. На самом деле ты не можешь умереть, так что задуши его до смерти. Тот, кто убьет вождя людей с собачьей головой, будет владеть этой деревней. Жизненная сила лидера людей с собачьей головы была очень сильной, даже когда он был окружен людьми, он не был в невыгодном положении вообще. Его двойные клинки ударили, и он поднял несравненно дикий шторм клинковой ци. Черт возьми! Чутянь, сестры Мэн, братья Юнь, Фэн Цайди и другие были захвачены клинком ци. Пересекающаяся белая ци клинка пронеслась над ними, и у них не было шанса увернуться, так как они были окутаны, исчезая на месте, превращаясь в белый свет. Черт возьми, группа Чудо-компании была полностью уничтожена, этой деревне не суждено было попасть в их руки. Люди Чудо-коммерции были такими трагичными, было ясно, что они ничего об этом не знали. Духовная энергия лидера людей с собачьей головой казалась бесконечной, и чем больше он был ранен, тем сильнее становился. Каждый раз, когда он посылал циклинка, он убивал группу людей. Но даже если предводитель людей с собачьей головой был силен, он не мог устоять перед этой бесконечной осадой. Наконец, с жалобным криком предводитель людей с собачьей головой, наконец, упал после того, как был поражен арбалетным болтом, и большое количество добычи упало с его трупа. Там были два клинка, которыми он пользовался, большая куча таблеток и другие ресурсы. Там также был золотой светящийся знак, все знали, что этот знак был знаком лорда для этой деревни людей с собачьей головой. «Быстро укради его». Увидев это, император диких зверей взревел. Каждый потратил немало усилий, атакуя эту деревню людей с собачьей головой, разве не для того, чтобы получить преимущество и закрепиться? Теперь, когда знак лорда был перед ними, эти люди, которые только что сражались вместе, немедленно наполнились враждебностью друг к другу. Они начали нападать друг на друга, чтобы забрать этот знак. Император дикого зверя прямо пригрозил: «Кто посмеет украсть у меня? Я уничтожу их страну». Для примера, он фактически угрожал уничтожить страну. Этот парень действительно был ни на что не годен. Эти люди полностью игнорировали его. Все были на континенте чудес, и все они изменили свои лица, даже изменили свои расы. Откуда императору диких зверей знать их настоящую расу или страну? Не говоря уже о том, что континент был настолько велик, и все были не в одной и той же области. Даже если бы он был императором, как можно было так легко уничтожить страну? Пока все убивали ради жетона, никто не заметил, что вдруг появилась маленькая белая лисичка. Она в несколько прыжков добралась до жетона, схватив его в рот, тут же убежала от этой группы людей. Знак лорда должен был храниться в течение определенного периода времени, прежде чем его можно было использовать. Кто бы ни держал знак лорда, он станет мишенью для всех. После того, как маленькая лисичка взяла знак лорда, она внезапно исчезла без следа. Маленькая лисичка была из демонического клана, ее природные таланты не исчезли на континенте чудес. Просто основываясь на своей способности телепортироваться, она отбросила всех далеко позади себя. Примерно через четверть часа появился золотистый свет, который упал на маленькую лису. Родился первый лорд мужской деревни собачьей головы. Все, кто видел это, были готовы взорваться от ярости. Все потратили столько сил и времени, и в конце концов его забрала эта хитрая маленькая лиса. Маленькая лисичка внезапно превратилась в нефритовую девочку со вспышкой света.
Ее глаза уже были в форме полумесяцев, а маленькие ручки держали большой жетон, когда она сказала детским голосом: «Продай это, кому это нужно». Все были ошеломлены. Император диких зверей огляделся вокруг. Остальные, находившиеся на том же уровне, что и он, уже погибли в бою, так что он сразу же изобразил дикую радость. Он быстро проталкивался сквозь толпу. «Какую цену вы хотите, говорите?» Эти двое начали торговаться взад и вперед. Наконец император диких зверей открыл спину и отправил 100 миллионов на личный счет Лисенко. Маленькая лисичка с радостью отдала знак лорда императору диких зверей, и это была очень счастливая сцена для нее. Хотя 100 миллионов немалая цифра для империи диких зверей, она не станет резать им карман. Эта собачья голова мужчины деревни в руках дикого зверя-императора имеет стоимость более 100 миллионов. Маленькая лисичка не имела никакого отношения к деревне, поэтому она использовала этот шанс, чтобы безжалостно заработать большую сумму. Она открыла свой собственный духовный банк, и наличие там 100 миллионов сделало маленькую лису очень довольной. Хотя ее хозяин был очень богат, а этот парень слишком скуп, ей все равно нужно было зарабатывать свои собственные деньги. С этим небольшим запуском маленький лис мог стать независимым. Маленький лисенок был готов заработать большую сумму в реальном и виртуальном мире. Император диких зверей разразился хохотом. Остальные его конкуренты были убиты предводителем людей с собачьей головой, иначе как это могло быть так просто? Он потратил 100 миллионов только на то, чтобы стать лордом. Надо было знать, что это первый лорд на континенте чудес. Только судя по статусу, которому принес знак, он стоил больше 100 миллионов, император диких зверей начал обыскивать деревню. «Император, мы нашли много сундуков с сокровищами в кладовой. Они все наполнены добычей. Император, мы нашли транспортную башню в центре деревни. Он был активирован и подключен к священному городу. Император, мы нашли тренировочное поле в казармах этой деревни. Мы можем использовать камни источника, чтобы купить людей с собачьими головами, которые будут охранять эту деревню для нас. Император, мы нашли исключительную испытательную башню в этой деревне людей с собачьей головы. Похоже, он может открыть эксклюзивное пробное пространство деревни». Сообщалось о всевозможных достижениях, из-за которых император диких зверей не мог сомкнуть губ. Не было нужды упоминать о стоимости космического склада, добычи или транспортной башни. Тренировочное поле для людей с собачьей головой было очень важным местом, потому что деревня людей с собачьей головой могла быть атакована другими. Для того, чтобы защитить свою территорию, им нужно было купить большое количество собачьих голов мужчин, это был источник камней, которые нужно было потратить. Но что это были за расходы для императора, последним радостным сюрпризом стало пробное поле «Собачья голова». Хотя император диких зверей был духовным зверем, раз он смог стать императором, он определенно не был глупым. Он также начал понимать, в чем ценность плацдарма. Во-первых, это географическое положение. Например, город был в очень хорошем положении. Вокруг него были очень богатые охотничьи угодья и месторождения полезных ископаемых, и город мог находиться на окраине разведывательного района. Если они хотят исследовать дальше, то сначала должны пройти здесь, так что сам город будет иметь очень высокую ценность. Эта деревня людей с собачьей головой находилась в полудне пути от священного города, без сомнения, была самым дальним местом в настоящее время. Кроме того, было много охотничьих угодий и ресурсных полей, которые очень подходили для повышения силы на ранней стадии, так что она имела очень высокую ценность. Географическое положение и окружающие ресурсы были только внешними факторами, внутренние факторы города были важнее. Если бы город был полностью оборудован, например, складом, ареной, испытательным полем, деловой улицей, тавернами, кинотеатрами, театрами, жилыми домами и другими объектами, он легко привлек бы людей, чтобы поселиться там, что, естественно, создало бы ценность. Деревня людей собачьей головы была всего лишь деревней, так что она не была полностью оборудована, но на удивление имела пробное поле. Это исключительное пробное поле было названо травяным садом людей собачьей головы, содержащим низкоуровневую траву сущности юань и траву жизни. Трава сути юань была известна как трава восстановления энергии духа, а трава жизни была хорошо известной целебной травой. Чудо-континент только что открылся, этот вид ресурсов был востребован. Бесчисленное множество людей, чтобы сэкономить деньги, телепортируются в деревню людей собачьей головы, чтобы бросить вызов этому пробному полю, получая из него большое количество трав. Будь то для личного пользования или для продажи, она была очень ценной. Независимо от того, распространят ли они славу деревни людей собачьей головы или придут, чтобы бросить вызов испытательному полю, все это создаст ценность. Император диких зверей заключил крупную сделку. После того, как императрица ветряной луны и пылающий небесный император узнали об этом, они кипели от ярости. Они никогда не думали, что варвар получит такую большую сделку. Но они не были обескуражены, это была просто разрушенная деревня.
Вокруг священного города было много таких мест, и они должны были найти одно, чтобы захватить его. Это была не просто борьба за выгоду. Это была также борьба за лицо для императоров. Императрица Ветряной Луны отдала приказ фабрике шлемов своей страны. Для шлемов, которые были сделаны отныне, 20% будет закупаться внутри страны. Теперь она поняла, что продавать все свои шлемы было ошибкой, она должна была подготовить армию в виртуальном мире. Если бы она сделала это раньше, то не проиграла бы другим. Другие императоры также отдавали такие же приказы. Континент чудес был открыт всего несколько дней назад, и эти люди горели, играя очень страстно. Помимо суетливого захвата территорий и сбора ресурсов, была также открыта Академия Чудесного континента. Кроме этого, официально начали функционировать Духовная библиотека, Центр духовных исследований, арена и другие объекты. Очарование Чудесного континента быстро росло. Я почти у Большой Сухой Империи. Мэн Цинву получил уведомление в режиме реального времени. После этого я начну свою работу в Большой Сухой Империи. Как обстоят дела с вашей стороны? Чутянь расплылся в улыбке. Я уже закончил половину, так что не стоит беспокоиться о моей стороне. Хорошо, тогда я могу быть спокойной. Сказав это, Мэн Цинву попрощалась, сняла шлем и приготовилась приступить к работе. The kingdom will fall unless I rise.